Эй, всем рока-печеньки, друзья! Кто же такие фури и как стать частью этой субкультуры? Что для этого нужно? Сегодня мы обсудим эти вопросы и поговорим о пушистом сообществе. Поехали! Для начала давайте вкратце разберемся, кто же такие фури. Фури — это люди, которые интересуются антропоморфами и сами причисляют себя к фури-субкультуре. На самом деле в нашем сообществе нет четкого определения, что именно делает тебя фурем, что можно, а что нельзя, а главное, нет никакого канона. Из-за этого у сообщества много проблем и хейта. Но поговорим подробнее об этих проблемах чуть позже, в другом ролике. А сейчас разберем основные вопросы и заблуждения о том, как стать фури. С какого возраста можно быть фури? Наверное, самый популярный вопрос на нашем канале в комментариях, а с какого возраста можно быть фурем? В сообществе очень много разных людей, разного возраста, и сейчас каждый сможет найти компанию, комфортную для себя. На те же фури-прогулки приезжают дети со своими родителями или старшими братьями и сестрами, много подростков и взрослых фурей, поэтому найти друзей и компанию именно своих ровесников среди фури точно сможет любой желающий. Нет никакого ограничения для возраста, чтобы интересоваться антропоморфами, рисовать и крафтить, гулять и помогать животным. Все зависит именно от твоих желаний и интересов, поэтому думать, что вступить в сообщество можно лишь с определенного возраста, это заблуждение. Каждый фури обязан иметь фурсону? Второе по популярности заблуждение, что каждый фури обязан иметь своего персонажа, то есть фурсону. У меня есть знакомые, которые в сообществе уже более 5 лет, но до сих пор не имеют своего персонажа. Это не обязательный пункт для того, чтобы являться фурем. Да, возможно, это выглядит немного странно, учитывая, что наше сообщество построено на том, что мы часто представляем и изображаем себя, наше внутреннее я, в виде антропоморфного животного, но, тем не менее, иметь свою фурсону никто не заставляет, и можно просто интересоваться милотой, ездить на различные ивенты, посещать фури-прогулки и общаться с пушистиками. Тебе этого не запретят. Никто не будет относиться к тебе хуже, если ты еще не придумал своего персонажа или вовсе не хочешь создавать фурсону. Все в твоих лапках, и тебе в любом случае будут рады. Чтобы стать фури, нужен фурсьют? Не менее популярная ошибка — это то, что без фурсьюта нельзя стать фури. Если у человека есть костюм или косплей на своего или чужого антроперсонажа, не обязательно, что он фури. Как и если у тебя нет фурсьюта, то это не значит, что ты не можешь быть в сообществе. Однозначно, иметь фурсьют, чтобы быть фурем, не обязательно. Да и в целом, не каждый хочет себе такой костюм, и не все хотят в нем гулять. У всех свои вкусы и интересы. Аналогично и с посещением фури-ивентов. Приезжать можно без фурсьюта. Большинство так и делает. Люди общаются, гуляют, хорошо проводят время и тискают фашистиков. Поэтому иметь фурсьют — это лишь приятный бонус, а не обязательный пункт, чтобы стать фурем. Чтобы стать фури, нужно уметь рисовать или крафтить? Безусловно, это также является заблуждением. Рисовать, крафтить, писать музыку, создавать анимации, писать рассказы и так далее. Творчество — это прекрасно. Но ты не обязан что-либо создавать, чтобы называть себя фури. Каждый сам выбирает, как и в чем ему развиваться, какое направление интересно, и в целом твой творческий путь может быть как связан, так и не связан с фури. Обязательно, чтобы персонаж был пушистый? Хоть фури и переводится с английского как покрытый мехом, но это не значит, что твой персонаж обязательно должен быть пушистым. Вспомни пункт про фурсону, персонажа у тебя вовсе может и не быть. Поэтому, если фурсона без меха, например, это дракон или ящерка, змейка или птичка и так далее, то ты, конечно, можешь быть частью фури-сообщества. Как я говорил ранее, канона нет, и все ограничивается лишь твоей фантазией. Что же в итоге мы получаем? Человек может рисовать животных или антроживотных, иметь такого персонажа и косплеить его, писать книги или рассказы про пушистиков, но если он не причисляет сам себя к фури-сообществу, то он и его персонажи не будут являться частью субкультуры, а возраст, активное участие в жизни сообщества, фурсьют или творчество никак не влияет на то, можешь или не можешь называть себя фури. Только ты сам, именно ты решаешь, нравится ли тебе все это и хочешь ли быть частью субкультуры. Чтобы стать фури, нужно... Мило.
Хочу быть фури. И этого достаточно. Внутри сообщества много как взрослых, так и детей, много верующих и атеистов, много гетеросемей и представителей нетрадиционных отношений. Почему же так? Фури — это не ориентация, не возраст, не вера, не политические взгляды, мы ничего не пропагандируем. Фури — это люди, мы ничем не отличаемся по своей сути от других, но хотим, чтобы в этом мире было больше позитива, чтобы животных никто не обижал и помогать нашим братьям меньшим по возможности. А в себе видим нечто пушистое, теплое и милое, что может дарить позитив себе и окружающим. Я не говорю за всех, я лишь выражаю свою точку зрения, как это вижу я, и, конечно, не собираюсь заставлять жить кого-то именно так. Для меня фури — это именно тот позитив, который хочется развивать и делиться им. Серые будни разбавляются яркими красками и творчеством, которого в сообществе очень много. В окружении талантливых и добрых людей ты и сам становишься лучше, вдохновляешься и пытаешься создать нечто пушистое и прекрасное. Здесь нет никакого осуждения за то, что ты не такой, как все, потому что быть нормальным — это скучно. И именно капелька индивидуальности придает те краски в жизни, которые способны дарить улыбку окружающим. Быть как все не обязательно, лучше быть собой. Конечно, внутри фури-сообщества, как и в других субкультурах или среди обычных людей, есть токсичные и просто неприятные личности. Это лишь одна из особенностей именно людей. Но, как я говорил раньше, ты сам выбираешь себе компанию, в которой тебя понимают, где есть схожие интересы и тебе комфортно. Среди фури очень много добрых и творческих людей. И именно поэтому я рад, что наша пушистая семья развивается. Пусть нас не все понимают, но мы и не обязаны нравиться всем. Остается лишь и дальше работать над собой, пробовать что-то новое и улучшать то, что уже есть. А главное, ценить тех, кому ты не безразличен, кто тебя понимает и принимает таким, какой ты и есть. Ну что ж, вот такой получился у нас блог в новом году. Надеюсь, что теперь каждый сможет получить ответ на вопрос, как стать фури, найдет себя в творчестве и решит для себя, как ему лучше и быть ли частью субкультуры. А мы тем временем продолжим радовать всех новыми роликами, повышать качество контента и проводить как можно больше стримов, чтобы пообщаться с каждым пушистиком. Надеюсь, что скоро пандемия закончится и мы увидимся на фури-прогулках. Ну, или VR-чате. А сейчас всем рока печеньки, друзья, и до скорых встреч!